Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши замечательные комментарии, за лайки, за подписки. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Ваша главная завистница. Кто она и чему она, собственно, завидует? Тому, что есть у вас, чем вы там обладаете. Харизме вашей. Интеллекту. Каким-то вашим моральным качеством. Да, может, все проще? Давайте посмотрим. Для начала делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца один вариант. Какая вы? Ух ты! Очень часто приходит эта карта. Муза яркая, харизматичная, как райская птичка. Женщина, которая умеет на себе удерживать этот фокус внимания. Энергетически наполненная. Вследствие этого очень много желающих подпитаться этой энергией, прийти, отщипнуть чуть-чуть этой энергии, погреться в лучах вашего солнышка. Опять-таки оптимистка говорила, да, талантливая. Знаете, все эти женские штучки, там, где что подчеркнуть, что скрыть, я имею в виду во внешности, как себя правильно, как это презентовать, да. Но тут не просто внешность, хотя она тут хороша, ничего не скажешь. Тут больше, тут я же говорю, энергетика. Так, какая вы? Какая девочка, какая девочка, какая вы? Ну, тут дальше как-то не все так весело, задорно, конечно, как я начала. Следующая карта. Вот тут ребенок, которого разорваны штаны, разодраны, разбиты коленки, и он сидит, плачет на ступеньках. Это карты нашей творческой студии, авторские, поэтому мы что сюда вкладывали? Ваши ощущения тут как ребенка, как будто бы, ну, нежданно-негаданно, при наличии всех этих ваших достоинств, да, начинает вас воспринимают как эту красивую, яркую женщину, наполненную энергетически, талантливую. То есть, и вы это все знаете о себе. Но при всем при этом, как будто бы вы расстроены, вы говорите, да, ну, так нельзя, конечно, говорить. Чё мне толку, что это все во мне есть, я знаю, что я такая. Но почему-то, вот эта карта называется «Вечная невеста». Это когда женщина всем хороша, но она не получает желаемый результат. Желаемое, то, что она хочет, вот именно, оно ускользает, оно не дается. Так бывает, допустим, если она очень заинтересована во взаимоотношениях с мужчиной, с каким-то, она может прикладывать неосознанно или осознанно даже очень много прикладывать усилий для того, чтобы этого мужчину заинтересовать, влюбить в себя, удержать, для того, чтобы он выбрал ее, какие-то остановил вот эти кастинги, сравнения. Ну, чтобы вот у нее был тот формат отношений, который она хочет. И это все передается. Мужчина это считывает. И при всем, при том, что там, да, она привлекательна, при том, что там есть тяга, страсть, но он может вот этого какого-то напора, который она даже может скрывать, а он это все чувствует. Он чувствует то, что для нее, допустим, слишком он значим, да. И, соответственно, он может расслабляться и не делать никаких решительных шагов, и может вообще вести себя как, ну не знаю, как амеба какая-то, как не знаю, как дохлая рыба. Ни туда, ни сюда. И вроде бы внешне она нравится, и не глупая, вроде все, и старается. Ну вот тут или слишком хочет желаемого. Ну я как пример привожу, девочки, не обижайтесь. Тем самым вы можете вот даже вот это желание мужчины, как охотника, вас завоевывать, прикладывать какие-то усилия для того, чтобы даже для того, чтобы вас заинтересовать. Вот как будто бы он этого не делает, потому что, ну, а зачем, если уже он видит, что вы в нем очень заинтересованы. Тут какая-то ценность его, слишком вы ценность этого, допустим, мужчины какую-то даете ему. Ощущение того, что вы в нем больше заинтересованы, чем он вас, что вы слишком дорожите или хотите вот чего-либо. Это может касаться там, допустим, на работе, да, должности какой-то. Вы можете прикладывать усилия, там оставаться внеурочно, тянуть на себе отдел еще и второй. А когда приходит время
получать, допустим, зарплату, вы с удивлением отмечаете, что она точно такая же, как у каких-то там работников, которые, ну, вот так пришли, отсиделись и ушли, да, как-то отметились на работе. Ну, или же, допустим, когда приходит время, там, не знаю, там, руководство пытается там, может, искать какие-то кадры перспективные или пытается там на курсы повышения квалификации отправить, или там, допустим, ну, там, должность начальника какого-то, да, ну, это примеры такие, не знаю, в голове, ничего не приходит в голову. То вы понимаете, что назначают на должность, на какую-то, ту, которую вы мечтали, старались для этой должности, дабы ее заполучить, назначают вообще какого-то левого человека, да, вообще, который там не прикладывал усилий, или он, его и близко не было в вашем коллективе. Тут как будто бы вот ускользает. Не знаю, почему мне так оно идет вот сейчас. Как будто бы, повторюсь, женщина, вы говорите, да, неправда, я всем хороша, но почему-то я уже тут, как чисто детская какая-то такая реакция, говорите, да задолбали они все, ну почему, вам то мне не дается, то не, как бы не могу я получить желаемое. Уже где-то усматриваете в этом чуть ли не злой перст судьбы, может быть, как будто бы кто-то может мистический какой-то подтекст, магический искать в этом всем, у кого-то элементарные какие-то родовые программки, у кого-то комплексы этой девочки хорошей, которая все заслуживает любови, старается угодить. Тут кому-то просто элементарно нужно добавить здорового пофигизма, да, кому-то где-то просто выбрать себя, да, в моменте, не выбирать там мужчину, когда говорят, вот, невротики выбирают, если отношения, допустим, с мужчиной не складываются, какие-то токсичные, и она страдает в отношениях, но она все равно выбирает эти отношения токсичные, но не выбирает себя. А здоровая девочка посмотрит на какие-то проявления мужчины, где он пытается ее обесценить, там как-то по-хамски себя ведет, она развернется и выберет себя счастливую. И следующий партнер уже будет абсолютно нормальный, здоровый, соответствующий ее здоровой психике. То есть, а этот какой-то токсичный пойдет искать себе девочку, которая послабее, у которой эти рамки границы не так очерчены, проработаны. Так вот как будто бы тут прям по этим картам так хочется сказать, правда, вам нужно где-то, правда, выбрать себя. Во всем выбирать себя. Тут, ну, я понимаю, во всем есть рамки, рамки и пределы есть. Ну, как будто тут, ладно, вам виднее. Так вот, а в конце у меня карта вышла, которая говорит о том, что человек замораживает свое сердце. Как будто бы вы отчасти уже даже проанализировали, может, какие-то ситуации, в которые вы попали. Может быть, вам настолько это больно было, и, может, даже незаслуженно где-то вы там могли, не обязательно там всплакнуть, но для себя обидеться и сказать, да ё-моё, они не ценят там моего хорошего отношения, или не заслуживают даже, или я подзадолбалась быть этим спасательным кругом для многих, этой скорой помощью психологической. Как будто бы вы говорите, да нет, наверное, я как минимум, эта карта замораживания сердца, перестану быть вот этим каким-то карманным психологом, вот этим человеком, который жертвит и ставит какие-то ценности, приоритеты других людей выше собственных. Вот тут об этом. У кого-то прям нежелание больше влюбляться, нежелание где-то даже испытывать вот эти вот сильные эмоции. Почему? Потому что, говорите, это ну, чревато, ничем хорошим не заканчивается. Как будто бы, да, там, пускай там полгода, год этой эйфории, там, каких-то страстей, но потом же, может быть, долгие годы ощущение такое, послевкусие, да, когда понимаешь, разочарование страшное и, ну, ладно, у каждого своя история. Ну, тут как будто бы ваше желание, как будто бы поменьше брать это все к сердцу, принимать, или учиться и научиться менее как-то травматично на это все реагировать. Вот. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся.
Так, ваша главная завистница, кто она? И чему эта дамочка завидует? То, что есть у вас. Вообще не в тему, девочки. Я не знаю, что-то странное такое настроение у меня. Вспомнила это из мультика. Там песня про сыщика. А нюх как у собаки, а глаз как у орла. Ну, извините. Юмор такой пограничный, конечно. Ну, что в голове? Что в голове творится у таролога? Так, девочки. Ваша главная завистница. Кто она? Я посерьезнее, да, стараюсь относиться хорошо. И чему она завидует? Ваша главная завистница. Кто она? Чему она завидует? Ваша главная завистница. Кто она? И чему она завидует? Ваша главная завистница. Кто она? И чему она завидует? Так. Еще эту возьму. Мне не жалко. Ваша главная завистница. Кто она и чему эта дамочка завидует? Ваша главная завистница. Кто она? Ох, вампир. Кто б сомневался. Вампирище. А тут дамочка тоже увлекается. Тоже. Может быть, эзотерикой, психологией. Такое. Нельзя сказать, что слишком темная личность в плане этого. Что-то знания какие-то получает. Даже, может быть, практик применяет. О, кстати, Таро. Вышло именно Таро. Да. Другой мир, смотрите, карта, глаз. Вот такой глаз огромный. Другой мир. Это уже говорит о том, что человек имеет доступ к другим знаниям, к иным, к тем, что недоступны, ну, каким-то среднестатистическим обывателям, да, скажем так, интересуется, да, доступно для нее. И тут карта Таро. Ну, вот ваша завистница, поздравляю, тоже знакома с Таро, интересуется, может быть, даже сама расклады делает. Таро, тайна какая-то. Угу. Какие-то тайны ее интересуют. Пытается, может, узнать вашу тайну. Сейчас будем узнавать. Итак, что это за личность у нас? Ну, уже сразу характеристики на нее идут. Это женщина, сама по себе вампирище. Женщина, которая привыкла больше брать, получать от людей, дабы давать. Чем давать, да, извините. При этом она тут какие-то планы строит. И в планах даже сразу у нее в планах идет выгода, собственная выгода. Как бы так, что бы сделать, чтобы мне ничего за это не было, но у меня все было. Так, дом. Ну, может быть, даже не знаю, как это. Ну, с одной стороны, можно прочесть, что домашних она там изводит тоже, вампирище дома. Какой-то такой тиранчик, да, который пытается, может, подпитываться энергией домашних. Ну, можно даже прочесть, что женщина очень любит свой дом. Для нее ее дом, ее крепость. Может быть, там вкладывается в этот дом, там, ну, не знаю, там что-то в голову пришло, какие-то там занавесочки, рюшечки на занавесочках. Ну, не обязательно, я понимаю, это все из прошлого. Сейчас жалюзи попроще. Все равно какой-то такой, может быть, элементы декора, что-то такое, как-то вот она старается в дом, может быть, как в душу вложить свой. Может, для нее сейчас дом это имеет огромное значение, да, для нее на данный момент. Так, женщина, вот тут тоже изображена женщина, которая в руках держит эту статуэтку, да, говорят, как статуэтка Оскара или мужскую фигурку, как чурбанчик. Это история о том, что женщина привыкла манипулировать, знает, как манипулировать, управлять мужчинами. Отчасти знает, понимает, осознает свое влияние на мужчин, может использовать так, какие-то там сексуальные чары, внешне свою использовать. Ну, такая приспособленка.
Ладно, не буду на женщину наговаривать, но вот смотрите, другой мир, и вот эта карта, это говорит о том, что тут, если она увлекается психологией, тут манипуляции идут в ход в полной мере. При этом по карте меч, характеристика на нее, в отношении себя она эти манипуляции, как вам сказать, останавливает, на корню рубит, противостоит, может быть, даже интересовалась всем этим для того, чтобы отчасти и применять, и уметь противостоять. Карта спичка, зависть. Ну вот мы же смотрим, завистница. Сама по себе очень завистливая. Тут капец какой-то, прям зависть. Как будто бы вот выглядывает в этот бинокль, и тут еще змея вокруг шеи обвивается. Вот что-то там выглядит в бинокль. Ну, не знаю, вышли вы там на балкон и развесили свою вот эту, не знаю, шубу всю в норках. Соболиную, норковую какую-то. Еще какую-нибудь из этого тушкана какого-то или шанхайского барса. Развесили вы на балкончике ее проветрить, да. И тут она вышла и смотрит, увидела в бинокле эту шубу. Все, человека полночи кошмара, ей не спится. Ну, карта спичка, она как взрывная какая-то. Ну, тут рядом карта с завистью. Какой-то человек постоянно находит вот кому я это сегодня не завидовала, да, это может даже похоже из породы, некрасиво скажу, ну вы поняли, типаж такой людей, порода, да, оговорочка, типаж людей, которые могут материально вполне там преуспевать, и все у них замечательно быть, но они все равно найдут даже у самой своей там бедной какой-то, ну, бедной в плане материальной, я имею в виду, там подруги, там уж не знаю, чему позавидовать. Вот тут такие какие-то люди, вот тут такая женщина. Так, зависть, сад. Для этой женщины очень важно, что о ней в социуме говорят, очень важно держать эту картинку какую-то в обществе, вот тут показывать себя, транслировать в обществе. Может быть, у нее и это есть, и у меня и это, я могу себе и то позволить. Может, даже важно выставить, да, вот как на обозрение, там, если это соцсети, какие-то атрибуты а-ля роскошной жизни, там, может быть, отдых, уж не знаю, на каких-то там островах, там, не знаю, может быть, там, фотографии там в каком-то лимузине или там на какой-то яхте, да. И не важно, что это там лимузин какой-то, она там на остановке какой-то там остановила и попросилась на 5 минут там сфоткаться. Или такое у меня тоже в практике было, девочки там одни такие были, я на всю жизнь их запомнила. Или яхта, да, там случайно на выходные попала там в гости к кому-то и провели мне экскурсию по яхте, собственно, даже не было поездки, а просто по яхте. Я там сфоткалась, это на целый год этих фоток хватило. Ну тут такой какой-то такой типаж, вот такая дамочка, очень важно вот это вот. Так самоутверждается, наверное, мне прям смешно. Подпишись на канал и поставь лайк. Ладно, девочки, Таро увлекается, очень важно, тайны какие-то пытается узнать, мне так идет. При этом вот эта вот карта вполне возможно для того, чтобы с одной стороны эти тайны узнать, чтобы себя обезопасить, а с другой стороны тут даже какие-то планы, она ядовитая, токсичная, эта дамочка. Для того, чтобы информацией какой-то владеть и, может быть, суметь ее применить. Ну, вот, смотрите, я спрашиваю, это она? Вот так, тут метафорическая карта, это как скорпион, который жалит. Ну да, это она. Важно эти тайны знать для того, чтобы в нужный момент какие-то выстроить, может быть, правильные многоходовочки, даже какие-то, как это сказать, выстроить капканы, да, карта леса. Ну вот хитрость какая-то применить для того, чтобы, да, даже для того, чтобы человека в какие-то иллюзии погрузить и себе получить ресурс какой-то, который она хочет. Может даже в моменте расположить человека и там показать, мы с тобой одной крови, по карте род, там, я понимаю, разделяю твои какие-то ценности, я такая же, как ты, да, но при этом тут иллюзии, тут карта лабиринт, как будто человек хочет, не хочет, как вовлекается в ее какие-то махинации, манипуляции,
и потом не может, ни начала, ни конца из этого лабиринта. Может, и не хочет он с ней общаться. Есть такие прилипчивые дамочки, не хочет он, плохо от общения. А никак ты не можешь ее послать в эротические дали, потому что она тут уже превентивные меры какие-то у нее были, она уже подушку эту, уже не знаю, как бы безопасности, или как будто бы она уже все предусмотрела, она уже как сети расставила. Такие прям ощущения, как какая-то дамочка такая липкая, такая вот как вцепится с одной стороны, как бультерьер, но с другой, ну, ее не оторвешь. Если она решится вот ресурс какой-то взять от вас, о, все. Ну да, ничем не остановишь. Как в работу включается. Вот я вижу цель, не вижу препятствий. А, кстати, по работе вы можете пересекаться. Можете, кстати. Воительница. Семья. Офигеть. Разбитое сердце. Сейчас я соберу карты. Ну, вообще характеристика на женщину, которая на самом деле... Может, эмоции она и показывает, но на самом деле она их хорошо держит под контролем. Ну, кроме вот этой зависти, как вспышка, да, у нее, как вот завидуют многому. А вообще, тут и карьеру может строить, и такая она очень рациональная, рассудительная, эмоции под контролем. Вижу цель, не вижу препятствий. Карта семья, разбитое сердце. Ну, тут мне так идет, что эта женщина может ради собственных вот этих каких-то целей, повторюсь, может и манипулировать и родственными чувствами, и взывать тут к вашей какой-то, ну, не знаю, родство душ, там, тут что хочешь, такая хорошая. Ну, не в плане, что я одобряю, что я не одобряю эту манипуляцию. Такие какие-то у нее профессиональные чуть ли не эти знания, она и применяет, и практика, помимо знаний практикующая. В плане манипулятор практикующий. Так, что вас не связывает, да? Это работа, семья. Но это не семья, уже хорошо. Ну, то есть не ваше прям близкое окружение. Работа, у меня вышла карта стабильность, вот еще карта лестница. Может, вы где-то пересекались, какие-то рабочие моменты или желание строить карьеру. Тут как-то вполне возможно, вы сейчас даже с ней то ли разошлись, то ли пошли по разным дорогам, вас развела судьба. Или периодически вы можете тоже по карте развилка, можете периодически как-то соприкасаться, но потом опять как будто расходитесь. Но мне так идет карта сова, письмо. Может быть, даже по этим картам, что вам хватило мудрости, но при этом какие-то были звоночки, сообщения, у вас были какие-то подтверждения, как будто бы была какая-то информация, которая вас подтолкнула к мысли, что нужно, может быть, держаться от нее подальше. Ну, тут что-то такое. Может быть, какой-то момент была как битва. Почему-то мне такое битва как интеллекта, да, кто кого то ли переиграет, то ли, может, вы старались как-то вот эту вот дистанцию держать. Ну, тут, скорее всего, зависть уже я вижу. Тут желание, может быть, тут вверх по лестнице. Ну, это желание, может быть, стабильности, желание реализовать себя, вот такое. Но это не семья. Ну, хорошо. Хорошо, что уже не семья, да? Уже хорошо. Ну ладно. Так, я вот эту завистницу, она таки вышла. Кто ваша главная завистница? И вышла карта завистницы. Видите? Зависть. Змея. Второй у меня, третий день подряд выходит какая-то змея. Ну давайте посмотрим, чему эта дамочка завидует, эта завистница. Развилка опять с другой колоды. Работа, телец. Тут где-то прозаично даже, девочки. Смотрите, чему она завидует. Какая-то тут такая предыстория идет. Человек пытался вам свинью подложить. Может быть, пытался вас
ну, сбить с какого-то пути, пытался сделать так, чтобы вы не получили желаемое. Тут в это вот так можно прочесть. При этом могла токсично как-то проявляться, могла людей даже где-то подбивать, натравливать, дабы изменить отношение людей к вам. Тут такое, ну это как сплетни, пересуды, наговоры, вот тут такое могло быть. Прикладывала на усилия. Так, при этом очень ей хотелось бы, тут как охота какая-то, знаете, как ловушечки расставляла. Вас видела вот тут какой-то, не знаю, такой ягненочек белый, да, я не говорю о том, что вы там белая пушистая и у вас там нимб над головой. Не, ну тут просто эта карта, это охота. То есть человек где-то что-то планировал, вот эти как эти засады, не засады, как это правильно сказать, ну капканы как расставлял, по все эти какие-то, тут как в тени держался, но при этом вела работу какую-то шпионскую против вас организованно. Тут какое-то время, и она как будто бы кайфовала даже от этого, девочки. Тут предвкушение, что у вас тут может что-то там рухнуть, испортить вам жизнь. Вот тут человек кайфовал даже от этого. Так, вот если подряд все это прочесть, и как на нее, на чему она там завидует. Ну, завидует тому, что вы как-то, получается, то ли улизнули в плане, потому что она прям готова была какую-то победу праздновать там, и все вроде бы должно было причинить вам вред. Может, она и причинила вам, может, неприятности, но это как будто бы какая-то сотая часть от того, как это могло вообще проиграться в вашей жизни. Тут вот что-то такое, как будто бы вы вовремя то ли сориентировались, то ли карта расставания, и все-таки тут карта развилка. Может быть, ваши пути разошлись, может, вы сами приложили какие-то действия, или задействовали каких-то людей, которые, тут карта рукопомощи, вам помогли. Тут она завидует, знаете чему? Тому, что вы как-то из какой-то патовой ситуации, которая, не знаю, она планировала, что это должно испортить как минимум вам жизнь, вам люди какие-то протянули руку помощи, или вы воспользовались каким-то шансом. При этом вы сохранили карта границы, свои рамки границы. Она не увидела с вашей стороны, там, допустим, какого-то унижения, не увидела, может быть, мольбы там к ней направлено, просьб каких-то. Как будто бы вы так и остались. Там, она видит вас какой-то гордячкой даже, женщиной, для которой очень важно эти соблюдать рамки границы и не унижаться. Тут почему-то вот такой какой-то подтекст. Уж она как будто бы завидует, как вам удалось, как вам удается, может быть, находить нужных каких-то людей, нужные, не знаю, выстраивать какие-то там взаимоотношения, связи какие-то, даже использовать в хорошем плане для того, чтобы похоже, как избегать какой-то очень непростой ситуации, которая чревата там дальнейшим чем-то. Карта Соль — это как противостояние. Как будто бы вы могли обойти все эти ловушки, вы как-то могли очень экологично на это все отреагировать. Даже по большому счету тут могло ей даже как бумеранг прилететь. Вот то, что она там планировала, а у нее по всем швам там начало трещать. А карта развилка, где-то как сумели вовремя сориентироваться, там, при этом сохранив свои какие-то желания, мечты, приоритеты в жизни, может, чуть-чуть подкорректировав, но не поменяв их, то есть не предав себя. Тут что-то такое важно. Вот она как будто бы этому завидует. У кого-то завидует прям работа, может быть, новые у вас там планы, работа, может быть, проекты какие-то, бизнес-проекты. В принципе, вот почему-то работа для нее важна. Может, у нее сейчас работа не все совсем так, как она хотела бы. Поэтому где-то завидует вот этому. И ей кажется, что ваша работа или перспективы в вашей работе 100% несут вам тут материалку, стабильность. Вот тут почему-то она завидует тому, как вы можете, допустим, то ли какую-то там, не знаю, отрасль, но род деятельности выбирать какой-то, то ли партнеров нужных выбирать во всех смыслах. Тут она как бы замечает, даже если она там планировала вам навредить, там, дабы вы потеряли там какую-то работу, какой-то бизнес, то тут она
смотрит и по факту видит, что вы там поменяли бизнес, быстренько какую-то концепцию бизнеса изменили, там что-то добавили, с нужными людьми сошлись, выстроили что-то новое. И это новое, этот новый бизнес тут намного, получается, рентабельнее, намного это все больше вам будет приносить дохода. И она уже видит, что вы как будто бы ни в чем особо материально не нуждаетесь. Или, по крайней мере, идете к этому. Тут стабильность, золотой телец. Вот этому она вот тут завидует. Она где-то считает вас непотопляемой, легко приспосабливаемой в хорошем смысле. Женщина, которой люди, правда, и протягивают эту руку помощи. Женщина, которая есть у кого попросить, если она хочет. Но к ней вы точно как будто не обратитесь. При этом вот вы не теряете себя, это очень важно. Как будто руку помощи вам протягивают, но в то же время нет такого, что там унижаетесь, там, не знаю, там как-то... Нет. Еще и карта соли говорит о том, что как будто бы вы, может быть, не могу сказать, что стоически переносите удары судьбы. Тут не об этом. Тут о том, что вы как-то это умеете даже нейтрализовать. Может быть, даже с юмором как-то. Может быть, даже на вот эти попытки испортить вам жизнь, вы смотрите на нее с жалостью и думаете, бог ты мой, твою бы энергию да в мирное русло, да. Ну, как-то так вот смотрите, может быть, как на больного человека, да, и думаете, бог ты мой, тебе тут уже медикаментозная надо, тебе эту помощь. Тут такое... Вот что-то вы ее подбешиваете. Так, вот это еще карта, не могу понять. Но вот с учетом вот этого всего. Ну, тоже я могу прочитать. Да, если, допустим, у кого-то может проиграться, что это женщина, вот это там завистница ваша, если ее интересовал какой-то мужчина, который, допустим, интересует какой-то мужчина, который вами мог интересоваться, то вот ее тут еще подбешивает, выбешивает, и зависть, что сколько бы она ни прикладывала усилий, какие манипуляции там не прикладывала, что такие пируэты не вытворяла, да, в прямом переносном смысле вокруг него, а он может на нее внимание меньше обращать, чем она увидела, что, допустим, он в моменте на вас обращает. Вот его какое-то отношение к вам, ее могло это задеть, да, вы, допустим, по ее мнению, можете вообще не прикладывать усилий, но этот мужчина мог в моменте на вас как-то так реагировать, вот, ну, очень ярко или нестандартно, даже не так, как на других. И она с собой провела параллель, да, особенно если он ей интересен, то она могла там в лепешку разбиваться, а он, допустим, как-то ровно или как-то стандартно, как ко всем. Вот тут у кого-то такое тоже может быть, так как ревность женская, может быть. Так, ну тут даже у кого-то, ладно, уже могу прочесть, это как-то расставание, вот это. Может, завидует тому, что, допустим, опять же, эти рамки границы, если она находится во взаимоотношениях с кем-то, с мужчиной, да, то, ну, может, у нее не хватает, допустим, смелости или желания изменить что-то, выйти из какой-то зоны комфорта. При этом, ну, она не может похвастаться тем, что она вот эти свои рамочки, границы, допустим, в семье, там, в каких-то отношениях с партнером, у нее соблюдены они. А могла она как-то проанализировать, и ей показалось, там, или она считает, что вы, допустим, можете даже не то, что рискнуть, а вот карта расставания, если вас не устроит отношение там людей на работе, да, к вам, коллег по работе, вы поменяете эту работу. Ну, я имею в виду, если это не один раз там проявление, а если это уже будет носить какой-то постоянный характер. Если, в принципе, вы увидите, что ну, мне с этими людьми не по пути, вы спокойно расстанетесь. Спокойно, неспокойно, но сделаете этот выбор. А она как будто бы не совсем может себе это позволить. И то же самое с партнерами. Вот ей почему-то кажется, что вы можете сделать этот выбор и выберите себя. Вот тут так, девочки. Вот видите, вот она так видит. Вот она как будто бы этому завидует. Где-то, ну, где-то это свобода выбора, наверное.
Ну, это такое, это я уже для себя, боже, как будто бы пыталась протрактовать эти карты, они очень своеобразные. Но тут, что на поверхности, это человек завидует вашим перспективам, именно перспективам заработка, вашей реализации. Ей кажется, что вот вы, допустим, избежали какого-то, уже не знаю, фиаско, не фиаско в жизни, но каких-то очень негативных моментов в вашей жизни, и как-то вы вышли победителем, и сейчас вот перед вами тут чуть ли не это, ковровые дорожки из лепестков роз рассыпаны, и вы идете по этим лепесткам роз, и ваше прекрасное настоящее будущее, и тут при этом чуть ли не вам нужны эти лопаты для того, чтобы грести тут монеты золотые, да? Стабильно вас видят. Женщина, которая материально преуспевает и планирует преуспевать. Зависть. Зависть, она думает, что вы не знаете, куда эти золото, бриллианты складывать. Отдельные сундуки для валюты, да? Ладно. Все, мои хорошие. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.